Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем мягкий, сдобный, красивый маковый рулет, без преувеличения тающий во рту. В нем воздушное тесто и много сочной маковой начинки. Такой рулет в магазине вы точно не купите, а со мной его приготовить проще простого. В описании под видео указано количество ингредиентов. Кстати, понадобится всего лишь 200 граммов мака, и получится вот такая великолепная прослойка. Итак, мак я высыпаю в кастрюлю, промываю в нескольких водах, ставлю на плиту, довожу до кипения, затем огонь уменьшаю до минимального и варю приблизительно 40-50 минут, пока не впитается вся жидкость. В это время готовлю тесто. В миску наливаю теплое молоко, добавляю столовую ложку сахара от общего количества и измельчаю прессованные дрожжи. Можно, кстати, взять, конечно, и сухие. Все это перемешиваю венчиком и оставляю на 10-15 минут. Затем вбиваю сюда яйцо, оно должно быть тоже комнатной температуры. Всыпаю оставшийся сахар, соль и ванильный сахар, а также растопленное сливочное масло. Конечно, оно должно быть охлажденным. Все это хорошо перемешиваю и затем постепенно просеиваю муку. Обычно я это делаю в 2-3 этапа. Никогда всю муку по рецепту сразу не высыпаю, потому что каждый раз, сколько бы я ни пекла любую выпечку, но уходит разное количество. Я вам, конечно, напишу, сколько ушло у меня, но всегда учитывайте, что существует погрешность. Либо немного больше, либо чуть меньше. Хорошо вымешиваю тесто. Затем в конце уже, чтобы не добавлять муки, я вливаю столовую ложку примерно растительного масла. Вымешиваю 1 минутку, и вот такое мягкое тесто должно получиться. Всегда напоминаю, пусть лучше оно немножко прилипает к рукам, но остается мягким и не забитым. В миску немножко растительного масла наливаю, выкладываю тесто, прикрываю полотенцем и оставляю на час или до полного подъема. Как видите, мак у меня сварился, вся жидкость впиталась. Я его даже не процеживаю через марлю, а сразу перебиваю погружным блендером до посветления. Затем всыпаю сюда сахар и 1 яичный белок. Желток нам понадобится для смазывания рулета. Все это хорошо перемешиваю. Добавляю сливочное масло, мягкое, комнатной температуры. Снова перемешиваю, и начинка готова. Тесто у меня подошло, ровно час ему хватило для этого. Я его хорошо обминаю, выпускаю весь воздух, выкладываю его на силиконовый коврик. Вот так вот подмешиваю, снова округляю и оставляю еще на 10-15 минут, так, чтобы тесто отдохнуло. Затем тесто я буду раскатывать в пласт. Важно, чтобы этот пласт был прямоугольный, тогда получится рулет красивой формы, и его легче будет сворачивать. Поэтому я вот так вот стараюсь его раскатать, чтобы был прямоугольник. Если не получается, края подтягиваю, и в итоге вот такой вот прямоугольник у меня получился. Толщина теста примерно 5 мм. На 2/3 теста сверху я выкладываю всю маковую начинку. Лопаточкой разравниваю ровным слоем. Со всех краев вот так вот подравниваю, чтобы было ровненько. И оставшуюся нижнюю треть я разрезаю на полоски шириной примерно 1 сантиметр. Важно, чтобы это было четное количество. Беру по 2 полоски и скручиваю между собой в жгутики. И затем, начиная с верхнего края, аккуратно сворачиваю в плотный рулет. Края рулета защипываю.
Перекладываю рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на 30 минут для подъема. У меня остался, как помните, один яичный желток. В него я добавила 2 чайные ложки молока. И когда уже рулет расстоялся, я смазываю его сверху. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Рулет нужно ставить в горячую духовку. Выпекается он 30-35 минут. Сразу же горячим смазываю рулет сахарным сиропом. 3 чайные ложки сахара я растворила в небольшом количестве воды и щедро смазываю сверху. Затем я накрываю полотенцем, даю рулету отойти, отдохнуть немножко. В это время корочка станет еще более мягкой, хотя рулет и так невесомый. Но любой выпечке все-таки нужно постоять и немножко отойти. Затем я разрезаю его на порции и зову всех к столу. И нет предела, конечно же, восхищению, насколько это красиво. И поверьте мне, что на вкус это не хуже. Всем любителям маковой выпечки я искренне рекомендую попробовать испечь такой рулет, потому что в самом деле ничего нет сложного. Да и по деньгам это не сильно дорого. Всего лишь 200 граммов мака и получается вот такая вот шикарная прослойка. Это не то, что в магазинных рулетах и булочках, там мака практически и не увидите. Надеюсь, что рецепт был вам полезен. Если вам он понравился, жду ваших отзывов в комментариях. Поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем мира и добра. Пока!